Плюс это нужно меньше персонала. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Яковенко, я представляю корпорацию Whirlpool. Мы в гостях в мясном ресторане «Як на крылах». И шеф-повар ресторана Сергей Золотарев любезно согласился поделиться с нами опытом использования аппарата шоковой заморозки. Мы затронем такие темы, как перераспределение нагрузки на кухню, чтобы она не захлебывалась в часы пик, повышение качества блюд при одновременном снижении их себестоимости путем заготовки в сезон, облегчение приготовления блюд. И все это как следствие использования шоковой заморозки. Подопытным образцом нам послужит аппарат Whirlpool AK080, установленный на кухне мясного ресторана «Як на крылах». Это самый маленький из серии Whirlpool аппарат шоковой заморозки. Но даже он способен охладить 12 кг горячего продукта от 70 до 3 градусов Цельсия всего за 90 минут. При такой производительности замораживание дечки полуфабрикатов займет не более 20 минут. Направляющие в камере аппарата рассчитаны на использование гастроемкости G1.1. Аппарат имеет 3 режима работы. Быстрое охлаждение, мягкое охлаждение и быстрая заморозка. В режимах быстрого охлаждения и заморозки температура обдува минус 36 градусов Цельсия. Во всех режимах можно начинать охлаждать горячий продукт прямо из печи или с плиты. Напомню, что профессиональное оборудование Whirlpool не имеет ограничения по интенсивности использования. Корпорация Whirlpool дает гарантию 1 год для использования в коммерческих целях и предоставляет возможность расширить срок бесплатного сервисного обслуживания до 3 лет. 40 сервисных центров, авторизованных Whirlpool, обеспечивают обслуживание клиентов в любой точке Украины. Координация работ по обслуживанию происходит централизованно через контакт-центр Whirlpool и бесплатный телефон 0800 30 20 30. Сергей, расскажите в 2 словах о том, что такое шоковая заморозка и как она работает. Это аппарат, который может охлаждать от плюс 70 градусов и замораживать продукт до минус 26 градусов, и при этом не теряя всех полезных веществ. Чем шоковая заморозка отличается от обычной, как она влияет на вкус? При замораживании шоковой заморозки не теряется вкусовое качество продукта, не теряется его вес, который заходит изначально, потому что при обычной заморозке мы теряем в весе, мы теряем во вкусе и теряем витамины. А если больше говорить не об органолептических свойствах продукта, а о полезных свойствах? По полезности, если мы берем шоковую заморозку, продукт не теряет влагу, в продукте остаются все витамины. Если мы берем фрукты, ягоды, они вообще не теряют в принципе вес. Вот мы заложили продукт, те же самые, например, черешню либо вишню, мы тот же продукт достали, и мы можем с ним спокойно работать. Потому что если мы берем обычную заморозку, у нас теряется вес, у нас теряется вкус и теряются, в принципе, все полезные витамины. Нежелательная микрофлора. Как на нее влияет шоковая заморозка? Ее нет, потому что за счет того, что идет быстрое охлаждение продукта и в последующем времени быстрое его замораживание, микробы не успевают развиваться. А если мы возьмем обычную заморозку, то при длительной остывании, охлаждании продукта, потом его замораживании, она успевает развиваться, и это потом уже плохо влияет, в принципе, на дальнейший продукт. Можете привести примеры применения шоковой заморозки на кухне вашего ресторана? Да, конечно. Я, в принципе, с шоковой заморозкой работаю очень плотно. Я делаю заготовки на бургерные котлеты, я делаю сырные палочки, которые получаются, в принципе, довольно очень даже идеальной, очень хорошей формы. И что мне очень сильно нравится, что после шоковой заморозки продукт жарится лучше и быстрее, не теряя веса, в принципе. Вот, потому что если взять обычную заморозку, то после разморозки, после жарки теряется очень много веса продукта. А что вам больше всего нравится замораживать в шоковой заморозке? Честно, сырные палочки. Очень крутые получаются, и бургерные котлеты получаются вот
вот идеальные формы, вот то, что мне нужно как раз вот под мои бургеры. А есть ли другие факторы, которые нужно учитывать? Персонал, сезонность? За счет того, что шоковая заморозка замораживает быстрее, чем обычная морозилка, продукты в сезонность можно заготавливать больше, при этом не нужно так много персонала для мытья там, и всего остального. Можно просто, вот, грубо говоря, поставить там мойку и человека, который будет, грубо говоря, доставать просто вот с мойки и перекладывать в шокер. И дальше по конвейеру мы уже вот, идет процесс, в принципе, нон-стоп. Мы экономим в людях, в рабочей силе, мы экономим задаток на другие аппараты и увеличение срока хранения потом продукта в дальнейшем. На что вы бы рекомендовали обратить внимание при выборе аппарата шоковой заморозки? Нужно обращать внимание на то, с какой целью мы берем шоковую заморозку, что мы в ней будем делать. Все зависит от предприятия, либо это будет ресторан, либо это будет какое-то производство, либо это будет даже какой-то завод по там, заготовлению тех же самых фруктов, да, вот то же самое вишни замораживать, да, там. Из-за этого мы выбираем себе объем камеры. Ну, да, там, если мы берем для ресторана, нам не нужна там шоковая заморозка, там, лентовая, например, да, через которую проходит продукт. С одной стороны мы загружаем свежий, с другой стороны мы получаем уже готовый замороженный. Для этого, в принципе, подойдет такой аппарат. Если мы берем там производство, то, соответственно, нам уже нужна большая шоковая заморозка для качества работы. Можете оценить окупаемость такого инструмента на кухне, как шоковая заморозка? Шоковая заморозка уменьшает время замораживания продукта, плюс это нужно меньше персонала, плюс выгода, что минимизируются потери при замораживании, при размораживании продукта, и оптимизация пространства, и в целом мне нравится с ней работать. Спасибо Сергею Золотареву, шеф-повару ресторана «Як на крылах», за предоставленную возможность ознакомиться с аппаратом шоковой заморозки Whirlpool и за объяснение, почему продукты, замороженные в шоковой заморозке, а не в обычном морозильнике, не теряют своей формы, вкуса и полезных свойств. Также интересна была информация об использовании шоковой заморозки в техпроцессах кухни для снижения нагрузки на персонал и оптимизации себестоимости блюд. С вами был Дмитрий Яковенко, корпорация Whirlpool при поддержке компании Apparatus. Процветания вашему бизнесу!